Приветствую вас, зрители моего канала. Сегодня на обзоре у нас серия военных тяжелых истребителей от компании RSI модели Scorpius. Полный экипаж 2 человека, пилот и оператор дистанционной турели или ИМИ установкой. Стоимость в игре составляет 2 879 700 альфа-уеков и продается на Лорвилле. За реальную валюту его можно приобрести примерно за $220-240. Грузового отсека у него нет, однако есть небольшой инвентарь для каждого пилота и несколько стоек для оружия. Не забывайте про лайк, комментарий под видео и подписку, если еще не подписались. Приятного просмотра! Итак, RSI Scorpius. Что известно? Как я и сказал в начале, это серия кораблей, состоящая из 4 моделей, 2 из которых нам уже известны и доступны. Основная модель — это двухместный тяжелый ударный истребитель с дистанционной подвижной турелью. Вторая модель под названием Antares — это корабль радиолокационной борьбы. На его борту нет подвижной турели, но есть установка импульсного ИМИ или EMPS и установка демпфера прыжка. Что делает такой корабль очень опасным в тандеме с другими истребителями? Он способен вывести из строя электронику противника и при этом не дать совершить квантовый прыжок. Третья модель — это, как подразумевается, тренировочная версия Scorpius. Ее еще нет в концепции, но есть некоторые свидетельства, указывающие на это. Например, заменяемая модульная кабина под 1 или 2 пилотов. И есть 4-я версия этой серии — это разведчик с установленным радаром на спине. Эта версия также подразумевает экипаж из 2 человек. Разработан он был инновационным отделом компании RSI и испытывался 999-й испытательной эскадрильей ВМС Великобритании. Отсюда можно сделать вывод, что вся серия создавалась в первую очередь для базирования на авианесущих крейсерах типа Бенгал. В эту сторону также указывает факт его складных крыльев для уменьшения места хранения. Также известно, что обучение пилотов на Scorpius занимается сама компания RSI в своем специализированном учебном корпусе на планете Земля. Считается, что обучение пилотов в 2 раза сложнее, чем на похожий корабль от компании Anvil модели Hurricane, из-за того, что дистанционная турель требует особых навыков управления. А также в копилку сложности обучения указывает факт того, что сама турель установлена на подвижном рельсовом лафете. Но при достижении слаженности в работе с пилотом этот корабль становится очень опасным противником. Scorpius вмещается по габаритам в Polaris, что нам и было продемонстрировано на выставке CitizenCon. При создании этого корабля разработчики вдохновлялись истребителями X-Wing из фильмов «Звездные войны». Первое, что бросается в глаза, так это его причудливое X-образное оперение. Сделано это было, разумеется, специально для более высокой маневренности в плотных слоях атмосферы на небесных телах. Корпус корабля изготовлен по блочному типу. Это упрощает и удешевляет сборку, а также имеет неплохой компромисс по запасу прочности в 43 660 хп. В состав сплава корпуса входят титаны-кадмий, а также ряд других элементов, увеличивающие прочность судна. В концепции корпус Scorpius бронирован, но только частично. Если сравнивать с другими кораблями, то он в значительной степени менее бронирован, чем Vanguard от Aegis, чуть менее бронирован, чем серия Хорнетов и такой же по броне, как Hurricane от Anvil. Кабина пилота оборудована катапультированием. Справа от кабины находится узел для дозаправки во время полета. Тут же видны маневровые сдвоенные двигатели поворотного типа 1-го размера. Каждый такой двигатель выдает мощность в 0,769 меганьютона усилия и расходует 3,125 литра на меганьютон. Всего их 8 штук. Перед носом кабины расположены 2 двигателя реверса, выдающие по 2,215 меганьютона усилия каждый и останавливающие Scorpius от максимальной скорости за 27,56 секунд, а от крейсерской за 4,8 секунды. Слева и справа по борту от кабины чуть позади расположилось по 4 шахты для ракет 2-го размера от компании Firestorm Kinetics модели Tempest. Урон одной ракеты составляет 1670 единиц. Наведение по поперечному сечению, максимальная дистанция захвата цели 8,5 км, радиус поражения 3,38 метра. Такие же шахты находятся под судном. На конце каждого крыла установлены лазерные репитеры 2-го размера от Klaus Werner серии CF-227 модели Badger. Далее на спине корабля установлена дистанционная турель на подвижном лафете для обеспечения более широкого спектра покрытия огневой области. Оборудована турель 4 лазерными репитерами от Klaus Werner серии CF-337 модели Pantera. При необходимости эта турель может принять подкормовое положение.
Маршевая оснастка корабля представляет собой 4 двигателя по 2,215 меганьютон на усилие каждый, и имеющий расход 6,554 литра на меганьютон. Разгон Скорпиуса от 0 до крейсерской скорости составляет 2,4 секунды, а до максимальной 13,77 секунды. Объем водородного бака составляет 135 тысяч литров. При активном пилотировании топлива хватает примерно на 40 минут. Self-Destruct Скорпиуса занимает 30 секунд. Радиус поражения 50 метров. Обзор у Скорпиуса неплохой. Для пилота также доступно 2 многофункциональных монитора, что крайне мало для боевого корабля. По центру находится радар 3D типа. Индикаторы предупреждения расположены над экранами и интегрированы в голографический интерфейс. Под кораблем находятся 2 ниши местного инвентаря под каждого пилота, а также стойки под оружие, спрятанные под брюхом носовой части. Тут же находится ниша под авионику и радар. По компонентам. На Скорпиусе установлен один военный щит второго размера класса C от компании Cordon Defender Industries модели Full Stop. Объем поглощаемого урона составляет 9000 единиц. Полный надув щита занимает 18 секунд при скорости 500 хп в секунду. 2 военные электроустановки первого размера класса C от Aegis модели Regalis, выдающие по 4000 единиц энергии в секунду каждая. Военная система охлаждения первого размера класса B в количестве 2 штук от Aegis модели Polar, отводящая по 280 условных единиц тепла в секунду каждая. И гражданский квантовый двигатель первого размера класса C от RSI модели EOS способен разогнать корабль до 138 544 км в секунду. Расход топлива составляет 9,11 литра на миллион километров. При объеме квантового бака в 583 литра хватит на 64 миллиона километров пути или на 5 с лишним минут непрерывного полета на максимальной скорости. По центру в нише находится заглушка под систему жизнеобеспечения корабля. Модель Antares по компонентам отличает лишь в дополнительной электроустановке, в сумме их всего 3 штуки. По оснащению эта модель лишена дистанционной турели и направляющего рельса. Вместо направляющей установлен демпфер квантового прыжка 3 размера от RSI модели Tidelock. Его радиус покрытия охватывает 2-километровую область в трехмерной сферической координации. Время работы составляет 30 секунд, перезарядка 120 секунд. Вместо турели установлена ими установка 4 размера также от компании RSI модели Max Trend. Урон составляет 2750 единиц, время работы 27 секунд, перезарядка 22 секунды. Данная модель чуть быстрее, чем обычный Scorpius. Максималка составляет 1303 метра в секунду, а крейсерская 238 метров в секунду. Также он медленнее поворачивает, но быстрее делает так называемый ролл. Имеет более емкий квантовый бак, вместо 583 литров стоит на 800 литров. Всем оборудованием по радиолокационной борьбе может управлять только второй пилот со своего места. В итоге мы получаем в свое распоряжение корабль для работы в команде. Чтобы эффективно использовать его, понадобится немало часов провести в тренировочных состязаниях в режиме арена командер. Несмотря на то, что Scorpius очень похож по геймплею на свой аналог от Anvil в виде модели Hurricane, он все же отличается в незначительной степени. Есть ли вообще смысл подвижной турели, не могу сказать. Я не военный пилот, и опыта боев с настоящими пилотами у меня очень мало. На мой субъективный взгляд, легче повернуть корабль по продольной оси, то есть сделать тот же ролл на 180 градусов, чем переезжать турелью туда-сюда. Но этот функционал, скорее всего, сделан с расчетом на будущее, когда появится уже продемонстрированная технология сложной аэродинамики. И в таком случае в атмосфере будет легче все-таки переместить турель, чем делать какой-либо маневр. И все же непонятно, почему нельзя было установить эту турель на конец хвоста корабля, где он покрывал бы и заднюю часть, и при этом оставалась текущая область сверху судна. В любом случае, к этому кораблю еще надо присматриваться. Но одно могу сказать точно, покупать его для одной каски будет не очень целесообразно. Все-таки корабль, подразумевающий второго пилота, раскрывает свой потенциал, когда им орудуют в команде. Поэтому я могу его рекомендовать только боевым звеньям пилотов, либо уже имеющие опыт полетов на Hurricane, либо тем, кто желает обрести эти навыки. Во всех остальных случаях этот корабль точно не для интровертов, ибо потенциал будет раскрыт лишь на четверть. Но и путешествовать в одиночку в дальнейшем он также не сможет, ибо нет места под гипердрайв, который позволяет кораблям передвигаться между системами по прыжковым точкам.
одиночкам. Еще раз считаю важным сделать акцент на этом. Не покупайте корабли, подразумевающие пилотирование более одного человека, если вы хотите летать в одиночку. Во-первых, вы переплатите за дополнительное место и возможность. Во-вторых, не раскроете его потенциал. Ну и в-третьих, с приходом инженерного геймплея корабли, подразумевающие в себе полный экипаж от 2 и более человек, будут очень трудны для обслуживания и пилотирования для одного человека. Многие пилоты, кто это уже смекнул, вон продают свои мультикрю корабли на сером рынке, попутно ворча на усложнение геймплея. Лично мое мнение, Scorpius очень скучный корабль. Он мне не нравится, как внешне, так и в своей концепции. Возможно, из-за того, что я полный ноль в боевых стычках между игроками, но в любом случае о боевом потенциале судить не мне. По некоторым опросам игроки высоко оценивают его возможности. На этом у меня все. Спасибо за просмотр. Это был обзор на военный корабль от компании RSI модели Scorpius и его модификации. Всем пока.